Здравствуйте, гадание для близнецов. Давно уже пришло время нам с вами погадать на май. Какие подарки судьба готовит близнецам в мае 2022 года. Май, как всегда, будет разным для всех, у каждого свой. Но есть кое-что, друзья, что нас объединяет. Это весьма спорный астрологический фон месяца. С одной стороны, ретроградный Меркурий с 10 числа будет блокировать разные новые дела и возвращать назад. А с другой стороны, 16 мая лунное затмение будет, которое продолжит или закроет коридор затмений, который начинается 30 апреля. Время между двумя затмениями считается временем некой перезагрузки Вселенной. Поэтому в первой половине мая гарантированы нам испорченные планы. Рассчитывайте на то, что чего вы ждете, в чем вы уверены, вдруг не сбудется, вдруг сорвется, отменится. Зато появится что-то принципиально иное, во что вы не верили, чего вы совсем-совсем не ждали. Поэтому в целом можно сказать, что май – это месяц, который очень сильно поправит наши планы и напомнит нам, что человек только предполагает, а располагает все-таки высшие силы. К счастью или к сожалению, я не знаю. Для близнецов я выбрала вот такие вот карты. Таро «Кошачий глаз» с котиками. Здесь на каждой карте свой котик, какие-то сценки из жизни котов. И, в общем, все понятно. Посмотришь на котов и понимаешь, что ждет тебя. Обещаю быть краткой, не тратить слишком много вашего времени. 3 карты близнецам на работу. Подумайте сейчас о ней, о вашей любимой работе. 1, 2, 3. Следите за руками. 7 мечей. 7 мечей хитрая. Рыцарь жезлов деятельный. И 8 пентаклей добродетельная. Обо всем по порядку. 7 мечей говорит о том, что предупреждает о рисках запутаться. Это карта запутанности, неискренности. Это карта, по которой просто приходится находить выходы. Выходы из сложных профессиональных и творческих ситуациях, выходы в отношениях с людьми, выходы в какие-то в бизнесе. Находятся они или нет? Скорее, да, по соседним картам, но суть не в этом. 7 мечей советует вам быть хитрее и гибче, лояльнее к людям и обстоятельствам, рассматривать разные варианты, не слишком настаивать на своем, слушать чужое мнение, но при этом никому не доверять. Я думаю, что вот эти предупреждения для кого, а для близнецов даже лишние, потому что вы и так, в общем, всегда такие. Рыцарь жезлов – крупная деятельная карта, это такой энергетический поток. Рыцарь жезлов говорит, что работа продолжится. Мне кажется, это актуально для многих, кто сомневается, продолжится ли в мае еще бизнес, продолжится ли работа или какой-то творческий проект. Вот такие крупные жезлы описывают часто продолжение любой деятельности, любого дела, любого проекта после застоя, после какого-то застойного периода. Видите, карты говорят, если будете достаточно изобретательными, хитрыми и неискренними, не поощряется искренность здесь, то вокруг вас все задвигается. То есть работа будет спориться, если у вас свой бизнес, появятся заказчики, клиенты, начальство обратит внимание на вас. Рыцарь жезлов может обещать и карьерный рост, впрочем, не максимальный, не самый большой, но какое-то продвижение, может быть, не вверх, а по горизонтали перемещение какое-то. В целом, очень неплохая карта. 8 пентаклей очень... Так, а посмотрим, что здесь коты делают. Может быть, коты нам подскажут, чего ждать. Здесь котик в растерянности или рассеянности. Здесь котик
огненный, рыженький, такой вот активный в какой-то позе, на низком старте, куда-то собираются броситься. А на 8 пентаклей авторы изобразили такую вот кошачью семью, занятую делом, потому что 8 пентаклей действительно обозначает дело или дела. Учебу обещает, повышение, какие-то новые навыки, повышение квалификации. Найдется ли новая работа с такими картами? О, да, конечно, буквально. И крупные жезлы вот такие обещают новую работу. И 8 пентаклей говорит, что придется что-то осваивать принципиально иное, учиться в буквальном смысле. На новой работе всегда надо учиться, да? Всегда же что-то там вы встречаете новое. Однако вот эта 7 мечей предлагает вам какой-то хитрый путь, возможно, обходной к этой самой новой работе. В целом карты вам советуют, я уже сказала, бодрость, активность и вложение, капитала вложения. На работу по возможности затрачивайте ресурсы все, какие есть. Для бизнесмена это совет вкладывать деньги в бизнес, не только время. Для всех остальных тратить здоровье и душевные силы на работу. То есть это будет такое время эффективных вложений, когда вы добросовестно трудитесь и знаете, ради чего. Усилия могут не окупиться непосредственно в этом месяце, в мае, но это придет, например, позже. Теперь непосредственно про деньги. Близнецы и деньги. Раз, два, три. Туз жезлов. Энергичная карта. Карта шут. Обновляющая. И король кубков. Добрый человек и чье-то расположение. Туз жезлов очень много всегда обещает, тузы это возможности. Может быть, пока, кстати, не воплощенные, потому что воплощенные деньги, уже сумма, которая оказывается у вас в руках, это скорее обещает туз пентаклей. Туз жезлов скорее говорит, что у вас много будет шансов как-то улучшить свое финансовое положение. Выгодно вложиться, что-то выгодно купить или продать, выгодно устроиться на новую работу, провернуть еще какой-то финансовый проект. В общем, это время желаний и время жажды, и время действовать, так скажем, на благо своего кошелька. Туз жезлов еще обозначает какое-то предложение, денежное предложение вы получите, от которого не сможете отказаться. Примерно так тему продолжает карта шут, это нулевой аркан или карта дурак. Она рекомендует вместе, вместе они, вот эти вот две карты, рекомендуют риски и безрассудство. То есть денежные риски приветствуются сейчас, но они приветствуются всегда. Да? Кто не рискует, тот известно чего не пьет, мы все знаем. Но в мае похоже, что очень меняется. Мы сказали про коридор затмений. Это некая перезагрузка абсолютно для всех. Вполне возможно, что для близнецов это будет перезагрузка в области, в сфере денег, финансов. Именно такую перезагрузку карта обещает. Но ваша активность, ваша готовность принимать эти перемены тоже здесь должна быть. И король кубков – это какой-то человек очень по-доброму к вам настроенный. Традиционно мы считаем, что король – это мужчина. Правильнее говорить, что в Таро короли обозначают, некий собирательный образ, некую концентрированную мужскую энергию. Но вы знаете, что и женщины с мужской энергией тоже бывают. Король кубков, давайте скажем так, что это? Пока мужчина, предположим, это ваш начальник, которому вы очень нравитесь, даже чересчур как-то недопустимо сильно нравитесь. И он вам что-то предлагает, например, дополнительные обязанности, новую должность, естественно, за новые деньги. В целом, это даже финансовый прорыв получается. Пока все у близнецов очень и очень хорошо.
Работа продолжается, деньги очень активно прибывают, прямо таким плотным потоком, мощной струей в руки идут. Дальше любовь. Напрасно, наверное, излишне вам напоминать, что май – это очень романтичный месяц. Вот эти вот, я не знаю, видно или нет, но у меня здесь все в цвету, яблони, другие плодовые и груши, да, плодовые деревья. Невозможно не влюбиться, как минимум не влюбиться в жизнь, когда вокруг такое буйство красок и буйство цветения вот этого. Про любовь к близнецам. Отношения, которые есть, были или будут. Раз, два и три. Про любовь вам с удовольствием расскажут карты Иерофант, философская, семерка жезлов, хлопотная, и тройка кубков, как раз-таки карта про любовь. Ну, во-первых, здесь есть старший аркан, карта Иерофант. Посмотрите, какой котик, философски настроенный, какой-то абстрактно мыслящий явно здесь изображен. Карта Иерофант считается не очень хорошей для любви, потому что она, во-первых, платоническая, во-вторых, инертная, какая-то пассивная. Карта Иерофант говорит, что про любовь придется многим, но больше думать. Или, например, она советует и предлагает прежде подумать, прежде чем согласиться на первое свидание, например, с новым человеком. Она может обозначать разлуку не вследствие ссоры, а по каким-то объективным причинам. Разлуку, которая только помогает вам больше друг друга оценить и как бы о большем подумать. А еще Иерофант, безусловно, это человек, это герой, это персона. Очень многим девушкам-близнецам явится тот самый Иерофант, человек с заметным морально-этическим обликом. Иногда старше, то есть обращайте внимание на мужчин постарше вас. Да, если мы эту карту расцениваем как портрет, то портрет, в общем-то, достаточно хороший. Но, повторюсь, Иерофант не торопится вступать в романтические, тем более интимные отношения. Он присматривается издалека, возможно, предлагает помощь, покровительство, производит большое впечатление, но сложится ли роман вот такой вот настоящий, реальный, бурный, мы пока здесь не знаем. Но для многих это внимание взрослого человека, который постарше. Семерка жезлов очень интересная и хлопотная. Часто говорят, что о любви семерка жезлов, это карта конкуренции, но не простой, а уже как бы преодоленной. Часто говорят, что семерка жезлов в гаданиях на любовь обозначает ревность и желание очень опередить соперников и произвести впечатление на сердце избранника, такое, знаете, вот неизгладимое. Семерка жезлов немножко отправляет вас в бой, немножко говорит, что да, возможно, придется побороться за интерес, за внимание какого-то человека, какого-то вот этого человека, который так много уже значит в вашей жизни. Такую интересную фразу сегодня прочитала где-то в интернете. Мир застыл на одном человеке. По-моему, это звучало так, и мне вот понравилось. То есть Иерофант много вашего внимания приковывает, а вам приходится хлопотать, и чтобы вас заметили. Это я, знаете, и мне воображение нарисовало какую-то аудиторию студенческую, полный лекционный зал девушек и харизматичный, но сильно взрослый преподаватель. Вы поняли энергетику, которую карты хотят вам передать?
Это не сцена ревности, это не ссоры из-за ревности, но это ощущение некой борьбы за внимание, за сердце, за голову любимого человека. И самая спокойная и хорошенькая карта здесь — это тройка кубков. Посмотрите, какая умиротворяющая здесь картинка. Женщина кормит котиков, кормит, гладит котиков, и всем хорошо. Тройка кубков, ну, имеет какое-то отношение к любви, то есть она обещает любовь. Однако, наверное, это в меньшей степени страсть. Свидание, расставание, обещание — все это возможно, как с новым человеком, так и с тем, кто есть у вас сейчас. Однако здесь больше теплоты или дружбы, здесь больше каких-то родственных чувств. Тройка кубков часто описывает праздник в буквальном смысле. То есть это свидание, но свидание не для двоих. Свидание с участием каких-то еще других людей. Они не виноваты, что... И они не специально собрались, чтобы вам помешать. Кстати, если вы ждете в мае новое знакомство, то, по-моему, мы вам исчерпывающий портрет описали. Очень высоконравственный и очень достойный человек встретится. Побороться за его внимание придется. Хотя карты работают в обе стороны. Вполне возможно, что он будет таким активным и будет бороться, наоборот, за ваше какое-то внимание. Ну а тройка кубков советует искать личную жизнь, особенно новые знакомства, ну и возможности помириться тоже в кругу друзей. По тройке кубков новые романтические знакомства случаются в гостях, например. Карта говорит, что на момент знакомства вы с вашим избранником будете иметь каких-то общих знакомых. Может быть, вас нарочно кто-то познакомит. Не перевелись же добрые люди на свете. Поэтому любовные истории создаются, любовные истории продолжаются, и все очень-очень благополучно и хорошо. Ну, а теперь семья и ваш дом. Раз, два, три. Известия от родственников, ну и вообще недвижимость, стены. Крупные карты, значит, важная тема. Карты Луна, таинственная карта Сила, хитрая, и Король жезлов здесь есть. Луна предупреждает про запутанности, тайны, а может быть даже обманы в вопросах недвижимости или в каких-то семейных контактах, в каких-то семейных делах. Плохо ее соседство с картой Сила, потому что вместе они действительно напрямую описывают обман. Ну и Король жезлов здесь обещает какое-то интересное предложение, опять же, связанное с семейными делами, с семейным бюджетом, недвижимостью. Это очень хорошо. Ваша семейная история продолжается. Ну, здесь мы говорим не о чувствах, не об отношениях, а скорее о каких-то делах. То есть планировали переезд, вот он будет, планировали ремонт, он будет. Хватит энергии и самых разных ресурсов, чтобы все правильно воплотить, там, все свои задачи семейные, домашние. Однако очень могут по-крупному вас обмануть. Прямо вот очень сильно. Если обман с такими картами состоится, я все стараюсь вам ближе показать, чтобы вы котиков рассмотрели. Рассмотрели котиков. Если с такими картами обман все-таки состоится, то будет он ощутимый, он будет крупный. То есть это такое прям серьезное предупреждение. Не поддавайтесь на чьи-то уговоры. У вас явно все в домашних делах хорошо, вы полны силы и энергии, чтобы там организовать быт или порадовать родных. Но возможно, кто-то хитро, очень завуалированно, очень непрямо преподнесет вам семейную тайну. Готовьтесь, готовьтесь. И попробуем достать еще близнецам одну карту из колоды Ленорман. Это совершенно другая предсказательная система, с другими целями.
Ну, она, карта Ленорман вообще для другого существует. Какой-то совет, ну, это тоже будет пророчество о судьбе. Ну, вы сейчас поймете, все услышите просто по-другому. Одна карта для близнецов на май. Можете задать, пока вот я размешиваю карты, ваш вопрос, если вам нужен конкретный ответ на вопрос, такой же конкретный, связанный с чем угодно, то мы ответим. Эта карта называется гроб. Ну, пусть вас это, конечно, слово-то не пугает, потому что часто эта карта обозначает, ну, вернее, часто считается так, что всегда, она обозначает конец какого-то жизненного периода и переход в новое качество, в какую-то новую ипостась. То есть будьте готовы к тому, что определенный период вашей жизни заканчивается, исчерпывается, и пора приступать к чему-то другому, отправляться уже в какое-то другое путешествие. Эта карта, безусловно, очень уверенно отвечает «нет» на вопрос. Если вот вы такой вопрос задали карте, я пока пытаюсь связать с предыдущим раскладом эту карту, пытаюсь догадаться, о чем здесь может идти речь. Вполне возможно, что эта история как раз вот таки касается, она может касаться денег, потому что мы видели, что у вас есть перемены в деньгах, они очень близко. Тогда, видите, гроб обозначает, что вот заканчиваются одни деньги, заканчивается одно место, где вы их зарабатываете, начинается другое, например, новая работа. Поменяли работу, жизнь закончилась, жизнь началась. Вот. И я думаю, что семейных дел, домашних, эта история тоже касается. Но карта в целом вам советует достаточно философски относиться к переменам, если не приветствовать их, то, по крайней мере, не препятствовать. Естественным образом наша жизнь меняется, полосы черные, белые, какие еще бывают, серые, сменяют друг друга. А я желаю вам, дорогие близнецы, чудесного теплого мая. Желаю вам здоровья, счастья, любви и денег побольше. Увидимся.